Вот отсюда, если так посмотреть, через березку, вид, как никуда я из России не уезжал. Russian crabs. Все очень просто. Народ не выделывается, не соревнуется, кто богаче свой дом украсит. Вы как видели, чтобы у РПЦ на газончиках была хорошая ливневка сделана. Помню, когда я был в Южно-Сахалинске, а я там был 3 раза, сам не понимаю, как так вышло, мне рассказывали, что народ оттуда часто летает отдыхать на Хоккайдо. Хоккайдо — это такой самый северный остров в Японии. Говорят, там прекрасные горнолыжные курорты, природа, а еще с севера Хоккайдо видно наши Курилы. Но это не самое главное. Главное, что сейчас на Хоккайдо цветет сакура. Собственно, ради чего я туда и приехал. Ну или по-нашему это вишня. Вишня, обычная наша вишня, цветет невероятно красиво. Я никогда, вот сколько раз не был в Японии, никогда до этого я не попадал вот на цветение сакуры. И теперь вот я выбрал момент и приехал на самый север, где она еще не отцвела. Что это такое, хотите спросить вы? Это одна из главных достопримечательностей города. Форт Гарёкаку. Они не сохранились. Это были фортификационные сооружения. Первая, между прочим, и самая большая крепость в Японии, построена по европейскому образцу. Теперь на месте, где была крепость, разбит парк с сакурой. Собственно, ради этого сейчас толпы сюда приезжают и заходят. Мы когда ехали в трамвайчике, один местный житель рассказал, что он сюда пытался попасть 2 дня и 1,5 часа простоял в очереди, чтобы войти в этот парк. Но сейчас вечером вроде очереди нет. Итак, Хакодате. Довольно молодой город по мировым меркам, ему нету 700 лет, но все же он успел сыграть небольшую роль в истории Японии. Значит, именно Хакодате был центром торговли японцев с иностранцами, в том числе в период самоизоляции страны в 1641-1853 годах. Сюда, кстати, прибыло посольство Адама Лаксмана, одна из первых попыток установить дипломатические отношения между Россией и Японией, предпринятые еще при Екатерине II в конце 18 века. С окончанием закрытия Японии в середине 19 века в Хакодате стали открываться консульства западных держав, в том числе России, Британии и США. До русско-японской войны Хакодате — это главный для России город Японии. Секрет такой популярности маленького Хакодате в том, что он расположен на берегу пролива Цугару, который отделяет Хоккайдо, северный остров, от главного японского острова Хонсю. Кстати, первую карту пролива составил не кто-нибудь, а адмирал Крузенштерн. Итак, друзья, значит, это церковь Вознесения Господня, и она была основана в 1859 году русским консулом Хакодате Иосифом Гашкевичем. Вот. Это был первый православный храм, который построен был в Японии. И этот храм заложил основы будущей японской православной церкви. С 1873 по 1998 год при храме действовала начальная школа, а с 1884 по 1893 школа для девочек. В 1907 году церковь полностью сгорела в ходе пожара, охватившего все Хакодате. Восстановительные работы завершились только в 1916 году. Новый храм был построен кирпичным, смешанным псевдо-византийско-русском стиле. Так, то есть вот это вот все-таки у нас новая церковь, которую только в 1916 году построили, после того, как предыдущая церковь сгорела. Значит, а в 1988 году, совсем недавно, церковь была занесена в список ценных культурных памятников Японии. Она подчиняется восточно-японской епархии Японской православной церкви. Ага, нужно, кстати, разуваться. А внутри еще нельзя снимать. Свечки маленькая 50 йен, побольше 200, обычные свечки по 100 йен. Кстати, внутри есть частичка мощей Николая Японского, между прочим. Парковочка, кстати. Вот при церкви тут парковочка рядом, платная. И здесь специально русская березка. Вот отсюда, если так посмотреть, через березку, вид, как никуда я из России не уезжал. Из-за боя колоколов жители Хакодате называют ее Гангандера или монастырь Бон-Бон. А вот главный по Бонг-Бонг. А здесь вот лавочка, чтобы можно было наблюдать.
Да, любоваться. О, здесь вот эти как раз вишня. Вокруг все цветет. Везде порядок, чистота. И даже на газоне есть ливневая канализация. Обратите внимание, вы как-нибудь видели, чтобы у РПЦ на газончиках была хорошая ливневка сделана. Тут повсюду. И она стоит на холме, и там открывается вид на город. Да, вообще у них очень круто сделана территория. То есть вокруг такие газоны, точки, где можно посидеть, полюбоваться. Никаких запретов. Очень все так душевно и здорово. Видите, такой газон, а там столик со стульчиками еще, откуда тоже открывается вид. А здесь уже католический собор огромный и вид на город. Здесь храм японский. В общем, все церкви в одном месте. Посмотрите, вообще какая красота. Везде какие-то клены, вишни. Очень круто. И все это на рельефе. Какой-то старый домик они привели в порядок. Вообще все так относительно аккуратненько. Вот у них как-то удается все это в такой чистоте и порядке поддерживать. Даже старые здания. Весь асфальт как будто такой вылизанный прямо. Очень круто вообще у них выглядят все деревья. Посмотрите, насколько все ухожено. И такие вот аккуратненькие домики. Все очень просто. Народ не выделывается, не соревнуется, кто богаче свой дом украсит. И все они такие примерно в одном стиле. Из-за этого город смотрится таким очень опрятным. Вот у нас этого не хватает, потому что все в разнобой делают. Кто какую-то там цыганщину, кто современный пытается стиль. Совершенно случайно был найден дом невероятной красоты. Смотрите, как классно. Кстати, ничем не крашеный. С этой стороны вообще нет ни одного окошка. С этой стороны балконы и еще такие толстенные ставни. Вообще никакие такие ставни не видел толстые. И все, и больше ни одного окна. Так вот старый дом. Класс. Невероятной красоты. Удивительно, как он до наших дней дожил. У нас бы такой снесли давно. И вот дом с другой стороны тоже больше нет ни одного окна. Да, похоже, вот эта система с толстыми ставнями, она нужна для того, чтобы зимой не уходило тепло, поскольку отопление не предусмотрено было. Да, но сейчас дом заброшен, и у него такая вот очень красивая, заросшая каким-то вьющимся растением дверь. Посмотрите, вот какие домики. Вот этот вот деревянный такой традиционный местный дом. То есть верх даже немножко, может, похож на наши деревянные дома, а низ такой чисто японский. И вот здесь, конечно, все так невероятно аккуратненько сделано, все ухожено. Все домики такие чистые, потрясающе просто. А это вот задние дворы. Вот здесь, конечно, совершенно очаровательные такие улочки. Они их вымостили такой вот каменной плиткой большой. Какие-то барчики вот расположены. Очень все красиво. Посмотрите, каждое дерево, как оно ухожено, пострижено. Вот вообще все в таком состоянии супер. Вот. Здесь вот домики разных эпох. Все они, большинство в таком хорошем состоянии. И вот повсюду какие-то магазинчики для туристов. Тоже все невероятно милое. Здесь вот старое здание. Оно таким-то заборчиком. Посмотрите, какие ставни. Металлические, тяжелые ставни. Здесь вот такие страшненькие японские машинки. Одна другой страшнее. Вот так вот выглядят межи, окраины. Такие вот обычные здесь домики стоят, здесь нет туристов, уже не все так ухожено, но все равно довольно мило. Такие вот очень простые японские домики, а здесь даже вон коты сидят у кого-то. Не часто встретишь котов. Смотри, как классная такая лодка здесь. Слушай, они из лодки сделали бассейн для крабов. Russian crabs. А, вот. Русские крабы. Русские крабы. И вот они тут жарятся. One. Yes. On deck 2500. Так, значит, нога стоит 2500. $25. В Москве такая нога в 3 раза дешевле. Но мы не в Москве. Цены за крабиков. Значит, вот эти вот
по 6000 йен. Эти вот по 6500. Они такие заморожены здесь. Эти поменьше 3500. 4000, такие вот волосатые. Эти почему-то дорогие. 6000. Японский. Да, вот этот маленький, тощий краб за 1000 можно. Вот можно такие за 1000. Так, вот здесь можно сфотографироваться с крабом. Еще вот в городе везде висит такая вот классная навигация, рисованная, где показаны парковки и основные точки притяжения. Навигация дублируется в том числе на русском языке. Здесь какие-то несколько заведений, несмотря на то, что здесь ресторанов много, практически везде стоит очередь, а это какие-то модные японцы у нас здесь поехали. Да, на местной приоре. Вот. И повсюду стоят огромные очереди, особенно в мороженое. Я не понимаю, почему они так все любят мороженое, зачем в него стоять в очередях. Вот эта очередь стоит за мороженым. Так, это не просто мороженое, это бургеры. Это мороженое и бургеры. Какой-то совершенно непонятный фастфуд. Пахнет отвратительно, но, видимо, они в какой-то момент попали в газету. И, наверное, их признали какой-то лучший бургерный или еще чем-то. В общем, здесь бургеры по 380-390 йен. И мороженое по 250, по 400. Совершенно непонятно, какой отвратительный запах горелого, старого масла. И вот там народ так сидит. В общем, видимо, какая-то местная известная бургерная. Вот в нее такая очередь стоит. Примерно как у нас, когда Тимати бургерную открыл, также народ стоял. Обратите внимание, насколько чистые у них вот эти вот мусороуборочные машины. Просто идеально вылизанная, блестящая. Метелочка такая, красота. А вот берег моря, сюда туристы не заходят, поэтому тут валяются всякие покрышки, мусор, какие-то старые лодки, а вон там сидят рыбаки. О, что-то поймали. Здрасте. Похоже на камбалу, у которой какая-то опухоль. В Хакодате есть, кстати, трамвай. Первая электрифицированная трамвайная система открылась тут еще в 1913 году. В Хакодате 4 маршрута, которые ходят по 2 трамвайным линиям длиной 10 километров. Раньше линий было 6, маршрутов 12, и пути были длиной 18 километров. Но из-за снижения пассажиропотока трамвайную сеть трижды укорачивали. В последний раз это прошло в 1993 году. Обычный интервал движения трамваев на каждом маршруте 5 минут, иногда попадают старые вагоны, и что важно, все трамваи ходят четко по расписанию. И если вы на Google Maps планируете маршрут, минута в минуту вагон придет туда, где вы его ждете. Очень удобно, и, кстати, это не только касается трамваев, и поезда в метро в Японии тоже ходят четко по расписанию. Это вот старый вагон. Здесь единственное поставили такой терминал для оплаты, который принимает монеты, принимает карточки. Это вот место водителя. Он сидит на таком вот кругленьком стульчике. Здесь, помимо всего прочего, у водителя есть такая старая сумка с деньгами. И, кстати, прикольно, поскольку все на этой остановке выходят, здесь стоит специальный человек, который собирает деньги, чтобы быстрее был выход, потому что так выход оплата у водителя. Вот. А тут есть вот специальный человек на остановках с большим количеством пассажиров. На юге Хакодате находится упирающаяся в море одноименная гора. Подъем на гору можно осуществить пешком, а можно на канатной дороге. Канатную дорогу здесь открыли в 1958 году, так как давно развивают здесь уже туризм. Кстати, это одна из самых загруженных канатных дорог Японии, и скоро вы поймете почему. Вид на Хакодате с посадочной платформы на канатной дороге. Здесь очень прикольно, хотел вам показать, лежит брошюрка. Вот к слову о том, как работают люди с туристами. Да? Ну, во-первых, тут есть вся информация, да? Вид на ночной город. Здесь подписано, где что есть, можно изучать город самостоятельно. Но самое интересное, например, есть информация о том, когда закат. Вот вы где-нибудь такое видели, чтобы на достопримечательностях был график времени, когда закат солнца. Понятно, что можно со смартфона заранее посмотреть, но вот то, что они подумали и здесь сделали такой график, очень круто. Я такого не встречал. Здесь такая вот историческая справка, как эти кабинки выглядели в разные годы. Она уже давно, оказывается, работает.
Вот, а это у нас 58-й год, да, 70-й, 88-й, 97-й и, я так понимаю, в 2014-м самое современное. Вот здесь на выходе обязательно магазин с сувенирчиками, кучей разных напитков и едой. Еда тоже часто является сувениром, потому что вот эти все конфетки люди привозят себе домой, потом угощают родственников и друзей. Вот, кстати, вот пример вот местных сладостей. То есть, видите, вот есть у них достопримечательность, они сразу вот делают такую коробочку, и что ты вот поднимался на эту гору Хакодате. Да, но это вот пример, как японцы вот работают с достопримечательностью. То есть просто, казалось бы, смотровая площадка, да, все цивилизованно. Покупаешь билет, поднимаешься, да, никаких там левых там разводил, левых сувениров, все официально. Там наверху несколько ресторанов. И вот ты спускаешься вниз, и свой сувенирный магазинчик, где свои магнитики, свои открыточки, свои сладости. Вот это вот, что невероятно круто в Японии, то у них у каждого места есть свои продукты, свои сладости и свои какие-то вот именно продуктовые сувениры. В России есть, пожалуй, наверное, только тульский пряник. Вот все едут в Тулу и привозят из Тулы тульский пряник. А в Японии вы даже вот на каждой такой маленькой достопримечательности, которая находится хрен знает где, есть кучу каких-то там 5 видов каких-то местных сладостей, местных конфет, которые делают только здесь, и вы их привозите своим друзьям и родственникам. Поэтому вот эти вот небольшие такие продуктовые магазинчики со сладостями локальными, они очень распространены. Они есть в аэропортах, они есть на железнодорожных станциях, потому что японцы, когда возвращаются из путешествия, они своим друзьям и родственникам как раз привозят эти сладости. Так, вот опять же купил себе бутылочку, что-то похожее на сидр, и тоже все местное. Написано «доступно только на Хоккайдо». Очень, кстати, вкусная штука. А это фирменный хоккайдский люк. В Японии есть такое соревнование. Города, районы, они придумывают себе дизайн люков канализационных и соревнуются, у кого люк круче. И еще часто вот здесь просто он металлический, а еще иногда они заливают цветами, и они такие цветные получаются, невероятно круто смотрятся. В Хакодате живут менее 300 тысяч человек, по японским меркам это совсем небольшой город. Но тут все продумано для туристов. В России сейчас очень много обсуждают, как сделать город удобным для туристов и как вообще развивать туризм в стране. А я бы просто взял бы ответственных чиновников и поехал с ними на экскурсию по Японии. С точки зрения туризма, это, наверное, одна из лучших, самых удобных стран в мире. Так что, если кто-то из чиновников хочет поехать за свои деньги, я готов составить вам компанию, показать, рассказать на примерах, как нужно развивать туризм.